правда ли, что родители могут как-то особенно повлиять на судьбу человека и, в частности, на судьбу женщины? Конечно же, наши родители являются таким некими строителями нашего психологического состояния. Ну, во-первых, что мы приобретаем от наших родителей, это характер в какой-то степени, какие-то черты характера. Мы приобретаем от наших родителей умение адаптироваться к определенным стрессовым ситуациям. Существует так называемых три принципа: принцип «бей, беги, замри». И вот как раз-таки в какой-то степени от родителей мы приобретаем этот тип нервной системы. То есть в зависимости от того, как родители нас адаптировали, как наши родители помогали нам в стрессовой ситуации, мы так и будем реагировать и во взрослой жизни. Очень большое значение, наверное, в нашей жизни имеет мама. Хотя наши родители 50 на 50 нас сделали, да, и они участвуют в нашей жизни тоже на 50%, но все-таки мама влияет на судьбу, в особенности женщин. И в зависимости от того, как мама будет относиться к своей дочери в дальнейшем, от этого будет формироваться определенная женственность, определенное умение создавать быт, умение психологически и качественно входить в те межличностные отношения, особенно со второй половинкой, с будущим супругом, которыми, конечно же, обучает даже иногда бессознательно, даже неосознанно обучает наша мама. И если говорить о том, все-таки как же воспитывать девочек, то они смотрят, да, и они пародируют, и в какой-то степени дублируют поведение мамы. У меня был не так давно случай в моей практике, когда девочка, будучи еще довольно-таки маленьким ребенком, в возрасте там, 7 лет, она полностью пародировала то, как мама взаимодействует с отцом. И есть в психоанализе, в теории Фрейда такой синдром, как синдром Электры, который формируется в возрасте 4-6 лет у девочек. На этапе формирования комплекса Электры очень важно, чтобы родители были в такой гармонии и взаимопонимании. Если же у них происходит диссонанс, если у них нет гармоничных отношений, девочка как губка это впитывает в себя и считает, что поведение ее в дальнейшем во взрослой жизни с мужчинами будет приблизительно похожим. Это касается и того, когда мы пилим, да, скажем так, своего супруга. Это касается и когда мы пытаемся доминировать над мужчиной. В этих ситуациях, конечно же, происходит такая некая парадигма, когда девочка в дальнейшем просто дублирует поведение своей матери. Очень большое значение в воспитании ребенка является гиперопека. И вот, конечно, опекать важно. Забота, понимание своего ребенка – это очень важный момент. Но и не менее важно не создавать, не нарушать вот эту личную границу ребенка и давать ему возможность действовать самому, становиться самостоятельным. В практике я очень часто действительно замечаю о том, что когда мы видим гиперопеку со стороны родителей, вне зависимости от гендерности ребенка, то проявляется тревога, проявляется обсессивно-компульсивное расстройство, когда ребенок просто страдает обсессиями, то есть с некими стереотипиями, да, и страдает компульсиями, то есть успокаивает себя, либо маму за мочку ухо теребит в детстве, можно заметить, либо гладит ей локоть. Вот на этих этапах родитель должен заметить и чуть расслабиться и дать ребенку возможность немного самостоятельнее решать какие-то проблемы. А если у мамы и папы не очень хорошие отношения, может быть, дело идет там, к разводу, многие говорят, что не разводятся или не расходятся из-за ребенка. Все-таки как правильно? Делать вид, что все хорошо, но зато ребенок будет расти в полной семье, или же вот как вот в таких сложных ситуациях? Здесь вопрос не в том, что если мы будем там от ребенка скрывать и там ходить с маской улыбки, говорить, вот у нас папа все хорошо, ребенок чувствует на интуитивном уровне, он рано или поздно станет свидетелем. Здесь важна четкое пояснение той ситуации, с которой столкнулись родители. Важно объяснить, что сейчас у нас с папой тяжелые времена, мы перестали понимать. Это как у тебя с другом бывает. Вот вы играли в песочнице, ты увидел ведерко, тебе нравится красное, твоему другу нравится синее. Так бывает и у взрослых. Ты можешь сегодня говорить о том, что тебе нравится красное ведерко, а завтра сказать, что синее. Вот у нас с папой приблизительно такие же отношения сейчас. Нам нравятся разные ведерки, мы разные с папой. Но тем не менее, я очень уважаю, ценю твоего папу или там, ценю твою маму. То есть очень важно пояснить ребенку, что не родители плохие, а просто так сложились обстоятельства, что они разные, как и могут быть другие люди.
И второй момент – это не ругать своего партнера, ни при каких обстоятельствах. Это касается не только детей, но это касается и друзей, это касается и родителей. Вы были с этим человеком определенный период времени. Он был для вас ценен в тот период времени, когда вы были близки, когда вы были с родимы душами и так далее. Но был тяжелый момент, настал кризис, и вам нужно меняться. И вот просто в этот момент не опускайтесь на уровень необразованного человека, будьте более высокоинтеллектуальным и объясните этому ребенку: твой отец или твоя мать очень хорошие, в них есть много плюсов. Просто мы сейчас на данный момент, нам нравятся разные вещи. Поэтому происходит такая ситуация. Тогда ребенок будет более легко переносить эту ситуацию. Конечно, для него будет это стрессом, но он адаптируется. А не так, если мы скрываем и говорим: все хорошо, в один прекрасный момент мы хлопнули дверью и ушли из дома, и ребенок: а что, все же было хорошо, почему так? И тогда и ребенок в дальнейшем, когда он перейдет в этап взросления, когда у него будут взрослые отношения, он никогда не будет ругать и выражаться плохо о своем партнере. Он всегда будет говорить о нем только хорошо и не будет делать таких ошибок, которые совершали рано или поздно и взрослые. Но есть какие-то способы, если вдруг не сложилась семья, чтобы девочка не повторила тот же самый опыт, вот как часто боятся? Есть фиксирующее когнитивное искажение, которое говорит о том, что все они. И вот женщина очень часто в разговоре говорит: все мужчины там негодяи, Плохие. все Ага. мужчины плохие. Вот в этой ситуации девочка себе как когнитивную функцию, да, на подкорку, скажем так, если простым языком, записывает: все мужчины плохие, все мужчины негодяи. И вот на этом этапе, когда мама просто невзначай обсуждает, да, там супруга, там бывшего или будущего с негативной окраской среди подруг своих, девочка все это фиксирует. Вот я бы порекомендовала женщинам не говорить о том, что все плохие. Или это касается не только мужчин, но и в целом, да, там все подруги, нету женской дружбы, все подруги плохие. Вот это дает некие когнитивные искажения, они фиксируются. Старайтесь не окрашивать и не закладывать в фразы свою субъективную оценку. Это ваша ситуация, и не переносите ее на других людей. Если вы перестанете эти когнитивные искажения внедрять в голову вашего ребенка, то все будет замечательно, и она не будет повторять и крутиться вот по этому сценарию негативных взаимоотношений с другими людьми.